Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Второй прогноз «Все не так, как кажется или казалось». 3 поворота судьбы до конца августа, 3 знака судьбы. Что вам важно услышать, важно знать, и что для вас будет, принципиально важным или основным до конца августа, как события вашей жизни, события ближайших дней, мои дорогие, любимые львы. Вы, наверное, в центре внимания, потому что все планетарные транзиты и, кстати, самое главное, стелиум, который именно в вашем знаке зодиака, помимо того, что 12-го у нас солнечное затмение в вашем знаке, и это оказывает влияние на весь зодиак, но так и скопление планет. Это какая-то очень важная составляющая вашей жизни, потому что 3 планеты – это Юпитер, мои дорогие планеты большого счастья, Солнце, но это вообще светило, да, как ясность, как новые смыслы, и Меркурий, планета коммуникации, адаптации, умение быстро перестроиться, личная воля и амбиции сталкиваются именно во вторую половину августа с внешней глобальной трансформацией в жизни людей, в жизни каких-то определенных ситуативных событий, которые мы не можем изменить. Может быть, и событий непреодолимой силы, я ведь этого тоже не исключаю. Поэтому от нас потребуется мудрые решения. Вот давайте мы и достанем 3 карты на колоде Ленорман, как 3 знака судьбы, в каких сферах жизни. Вот эти переломные моменты, эти повороты судьбы или чего, кого это будет касаться, мы с вами узнаем. Пусть нам карты дадут правильные подсказки. Итак, первый знак судьбы или первая сфера жизни, второй знак судьбы или вторая сфера жизни, с чем, с кем это связано в ближайшие дни, ведь это уже совсем близко. Итак, первый знак судьбы, о чем нам расскажут карты, в чем первый поворот? Вот смотрите, взаимодействие. Вообще в классической колоде называют карта лилия. Здесь у нас скалы изображены, но неважно, смысл остается тот же. Это колода Чиро Маркетти, он прорисовал двойной как бы цветок, двойной букет. Есть витраж на заднем плане карты и есть живые цветы. О чем нам говорит карта? Карта говорит об искренности, карта говорит где-то о рассудительности и вообще ни разу тут эмоций, потому что это символ чистоты. Чистоты помыслов наших, и каких-то откровенных бесед. Вот стало быть, у вас есть какие-то вопросы, может быть, иногда эта карта будет говорить о личной жизни, о взаимоотношениях, которые вам для себя нужно прояснить. Причем нужно быть откровенными с самими собой. Но для кого-то из вас эта ситуация может касаться работы, ваших именно новых смыслов, вашего продвижения, ваших амбиций. И здесь тоже честность с самим собой будет необходима. Вот давайте мы несколько раскроем первый знак судьбы и зададим конкретный вопрос. Кто участвует в этом? То есть это где-то Меркурий, взаимоотношения. Здесь тема с детьми, но точно так же это может быть как какое-то известие, которое касается вашей личной жизни. И здесь у нас карта победа. Где-то карта будет говорить о том, что вы можете так это почивать на лаврах, стало быть, какое-то радостное известие. Кстати, все же жезлы, дела, работа, бизнес, поэтому для кого-то из вас я такое допускаю с учетом всех остальных планетарных транзитов. Я сейчас не буду подробно останавливаться, кому интересно, прочитайте на моем сайте, все ссылки в описании под видео. Так вот, у кого-то поворотный момент на работе, начинается это с того, что какая-то новость к вам приходит. Причем эта новость, это что-то совершенно новое. Но есть элементы, что вам тут нравится, или вам для продвижения это как-то, для карьеры помогает. То есть, но потребует, да, от вас каких-то переосмыслений, или понять, в чем будет строиться ваша дальнейшая тактика, например, да, ну и стратегия где-то тоже. Хотя у кого-то решение некоторых, как знаете, закрыть какой-то вопрос с ребенком, может быть и так. Или для себя определить что-то тоже по детям. Давайте пойдем дальше. Что вам хотят передать высшие силы? Карта императрицы. Поэтому старшему аркану мы всегда надеемся на себя. Мои дорогие львы, по работе. Вот я бы сказала, тут, наверное, если даже выступает, в каких-то смыслах, скажем, или на какой-то процент личная история с детьми фигурирует, да,
то здесь тоже у вас есть какие-то победы. Вы как, знаете, что-то упорядочили, привели в какое-то нормальное, может быть, состояние или с чем-то определились в отношении, может быть, и маленьких ваших детей, да, и теперь это просто карта победы будет говорить, тебе это нужно будет продолжать. Но у кого-то это могут быть вопросы статуса, вопросы взаимоотношений, конечно, где-то могут выступать в личной жизни. И тогда с учетом шестерки жезлов это какие-то документы, которые готовите вы, либо готовите для тех, кто семейный, или для тех, кто просто в паре. Значит, это какие-то общие разговоры. Цель главная одна. И двое к ней идут, направляются, да, не просто чей-то один интерес, а когда тут совместное именно сотрудничество, то же самое по работе. Это всегда статусная карта. Она говорит, надейся сам на себя. Вот это вам хотят передать высшие силы. Стало быть, где-то контролировать мы должны. Видимо, время, вторая половина августа, но ни разу не говорит о том, что мы можем где-то расслабиться или замечтаться, мои дорогие. У кого-то, безусловно, по аркану императрица, может быть, станут на повестку такие вопросы, когда вам кто-то помогал, и ваша помощь. Вот этот эквивалент, вот этот взаимный энергообмен. Вот об этом стоит задуматься, и об этом где-то нам говорит, как знак судьбы, карта колоды Ленорман. Как все может обернуться. Ну вот все то, что я сказала, наверное, точно следует так переосмыслить, потому что тут грядут изменения. Грядут изменения работы, да, мы говорим. Или так у нас складываются астрологические тенденции в августе месяце, когда на нас оказывают влияние именно внешние ситуации, как я говорила, через обстоятельства, или изменения вот в судьбах людей, которые, ну, не мы инициировали, но каким-то образом на нас это как затрагивает. Или мы оказываемся вместе, ну, как в одной лодке, или соучастниками, в хорошем смысле даже, да? Вы участвуете в жизни людей, и где-то люди, словно судьбы перекликаются, участвуют в жизни вашей. И здесь вы можете узнать, если мы говорим, как это может обернуться, здесь могут быть какие-то сложные темы, которые касаются именно людей, и иногда по аркану башня, у кого-то по работе. Но это какая-то глобальная трансформация может быть на работе, смена руководства, смена, может быть, сама организация, как претерпевает изменения, названия меняются, какие-то новые, не просто приказы, а, знаете, как подчинение, может быть, да, ну, смотря плюс-минус тут по-разному, может быть, но вот именно как руководство, да, и это тоже уже влечет за собой какие-то совершенно другие обязанности, к примеру, или когда это может для вас раскрыться какой-то историей, кстати, вы можете оказаться, мои дорогие, или вы будьте готовы к этому, как в зоне конфликта, все-таки пятерка мечей, когда спорят другие, когда что-то делят, может быть и правда по работе, вот у кого-то так вот может совпасть, и тогда именно от львов потребуется стойкость, выдержка, но в первую очередь эмоционально, потому что по пятерке мечей тут, правда, может быть какой-то конфликт. И вот нам карта четверка мечей говорит, приводи мысли в порядок. Тут даже такие перемены, когда для кого-то башня, для кого-то словно камни с неба, а для вас судьба расчищает путь. Вот так может обернуться. Будьте внимательны. К чему все идет? Давайте все-таки узнаем. Вы окажетесь на выборе. Скорее всего, вам, правда, будет что-то предложено. Причем этот выбор, знаете, вы это можете сделать, но это не значит, что с места в карьеры буквально резко какие-то изменения. Пройдет какой-то еще период, вам как будто пройти придется, прежде чем какие-то документы утрясутся или согласуются. Или когда, ну, кто-то вот определится тоже. Тут именно какая-то, ну, конфигурация, может быть, конгломерация из нескольких персон может соединиться в одной точке, и тут от нашего желания что-то не зависит. И вот все-таки карта Мир, вот смотрите, итоговая карта, ведь это старший аркан. Я не исключаю, что, может быть, это вы будете, словно третейский судья, между, вот, да, двух наковален, или между молотом и наковальней, так правильнее сказать. Я такое тоже не могу не предположить, потому что, ну, мы все разные, я ведь вижу только карты, а у каждого какая-то своя ситуация будет, правда?
но если предупрежден, вооружен. Поэтому вот вам, даже если, знаете, как говорят, двое дерутся, виноват третий. Вот вам нельзя вступать в какой-то конфликт ни в коем случае. Но точно так же нам карта будет говорить о том, что вот ни в одном конфликте нельзя участвовать. Нельзя, может быть, даже где-то принимать сторону, да, противоборствующих или один другому доказывающих, чтобы не оказаться вот этим третьим, понимаете, или крайним, как мы говорим. Но ведь у вас все равно карта к нам говорит. Пронаблюдай, действительно, Лев, не случайно 4 мечей. Мы и мысли приводим в порядок, мы тут анализируем, и куда-то главное, мы не торопимся. Не торопимся, может быть, прямо вот одночасье какое-то расставить все по местам. Тут все встанет на места в какой-то свой, мои дорогие, срок. И вот куда-то вам не торопиться именно по ситуации, которая сложилась. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Нам как раз придется собственные позиции удерживать. Причем не через доказательства, а через какую-то более мягкую энергию, не вступая в споры. Потому что какая-то ситуация сама по себе уже стремится к разрешению, к улаживанию, может быть, конфликта, чтобы для вас было больше бонусов. Я не исключаю, что вот этот выбор вам будет сделать не так просто. Будет о чем подумать. Вот такой не совсем простой знак судьбы. Второй знак судьбы где-то продолжает первый. Книга – это всегда тайна. Более того, и про время нам тут Чиро Маркетти говорит, потому что в центре циферблат, как будто тайна, которая тянется, может быть, из далекого прошлого, может быть, и недалекого относительно, но карта подсказывает, что, опять же, что-то ты тут быстро не прояснишь. Не надо, словно быка за рога, я вот тут сейчас прямо горы сверну. Оставьте горы на месте, мои дорогие. Тут есть какой-то вибрирующий момент, который именно связан с тайной. Для кого-то из вас эта карта будет напрямую говорить о том, что вам придется пройти какой-то курс обучения. Все-таки книга иногда говорит о том, что банально нам потребуется какой-то документ, да, сертификат. Или когда вам придется разобраться в каком-то вопросе. Для кого-то это правда, если карьера, может быть, новая должность. И вы там как будто не были, да, или не были вот вы именно в качестве вот этого, как человека, который занимает определенную должность. И опять же, любая должность – это обязанности. И тогда вы будете, как адаптироваться сами к чему-то. Будьте готовы к постоянному где-то при правильному принятию информации, которую вы слышите, и тех людей, которые оказываются рядом с вами, мои дорогие. Потому что у нас здесь все не случайно. Давайте узнаем, кто участвует в этом. Вы в этом участвуете, ваша работа. Тут какой-то вопрос, правда, по части работы точно, и откуда к вам приходят деньги. Для кого-то из вас будет человек, может быть, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет асцендент. Вот, кстати, внимание, у нас ведь поменялись кармические узлы, поменяются. И поэтому, а это как раз происходит 18 числа, вот именно истинные кармические узлы. И теперь у нас северный узел находится в знаке зодиака Водолей, а южный, а это у нас считается северная прогрессивная сила, а южный – это сила убывающая. Так вот, южный узел находится в вашем знаке зодиака. Может быть, и правда у кого-то с людьми, может быть, и по Луне, может быть, это по солнечному знаку. То есть вот такие водолеи будут в вашей судьбе, да. Но, может быть, тут какое-то взаимодействие будет с человеком. Может быть, какой-то общий проект. Или как-то так сложатся обстоятельства. Я точно так же не исключаю, что вы можете задуматься, да, если мы говорим о должности. Но почему нет? Может быть, именно какая-то история с человеком, который рожден под одним из этих знаков, а все знаки стихии воздуха могут воспринимать так вот, более активно вот этот период, да, именно когда лунные узлы у нас уже поменяют конфигурацию, то вполне вероятно, может быть, у человека что-то в судьбе меняется, и, значит, какой-то проект могут перепоручить, например, вам. И тогда вам в этом придется разбираться вообще, с чем это едят. Я так шучу, конечно, надеюсь, понимаете мой сленг. Правда, надо не только адаптироваться, а изначально понять, как это все работает. Есть какая-то персона, которая именно в этом участвует. Но точно так же, это могут быть какие-то руководители.
или руководителей. Ладно, что хотят вам передать высшие силы. Хотя я вам сразу скажу, тут уже нам говорят, потому что 8 пентаклей, 3 пентаклей. Тройка, кстати, это карта, как мы проходим экзамен. Но точно так же эта карта свидетельствует о том, что вы можете для себя построить, ну или задуматься как минимум, и будете изучать, а дополнительные как средства или дополнительный источник дохода, откуда вы можете их получать. Для кого-то из вас работа удвоится, мои дорогие, и вам придется пересмотреть свой график. Но 8 пентаклей, ведь это карта, которая говорит, деньги есть, деньги будут. Но более того, она и говорит о том, что мы уже достигли какого-то уровня, именно по нашему труду, по нашему виду деятельности. И вот теперь именно наступает тот момент, когда переходить на новый уровень, но уже как будто пространство кричит: тебе, лев, пора, мои дорогие. И здесь еще 6 пентаклей, волшебная карта, карта финансового успеха, но более того, помощи высших сил. Поэтому то для вас что-то, знаете, как высшие силы вам хотят передать, что ты не упусти, лев, какую-то возможность, потому что даже если с какими-то тут конфликтами связано, да, или разбирательствами, это, кстати, не вас касается напрямую, но, может быть, и будут те персоны, которые вас смогут или захотеть, по крайней мере, да, втянуть в какой-то вопрос. Здесь вы можете столкнуться с ситуацией, когда, кстати, какой-то прежний метод не работает. Может быть, был человек конкретный, который вам помогал. Вот почему еще, да, может быть, придется рассматривать дополнительные источники дохода. Потому что у кого-то из вас пересматривается сам доход. Или какие-то поступления, да, постоянные поступления. Ну, пусть или периодически, или на кого, или на что вы могли рассчитывать, надеяться. Тут как и люди могут быть, потому что король пентаклей, да. Но и так и ситуация, которая связана просто с деньгами. У кого-то ситуация с банками. Кстати, у кого-то закрыть может быть кредит. Или на поверхность выйдут вопросы, да, вот которые связаны либо, может быть, с налоговой, да, может быть, опять же, с какими-то перечислениями, тратами, у кого-то банально отчеты, мои дорогие. Ну, значит, те отчеты, которые так или иначе взаимодействуют, опять же, с деньгами, да, может быть, это ваша работа такая. И здесь вот все-таки 4 кубков нам говорит о том, что мы можем сожалеть. Эх, вот так, как было прежде. Вот именно сожаления могут быть, потому что вы сами будете чувствовать. Прежние схемы не работают. Какую-то, наоборот, вам закрыть нужно тему и для себя более такую стабильную траекторию проложить на будущее. Вот вам именно это хотят передать высшие силы. К чему все идет? Давайте узнаем. Что-то завершается. В принципе, вот я где-то об этом и говорила, что ну вот как прежде не будет. Может быть, у человека меняется. И если, значит, у вас, да, где-то через деньги тоже, да, если изменения идут в ваших организациях или на вашей работе, может быть, и в вашем бизнесе тоже открываются какие-то детали, и вам тоже придется и документы переделывать, и где-то себя перестроить на новый лад. Всегда 13-й аркан говорит, и посмотрите, следом идет шикарный аркан влюбленные, поэтому какая-то новая конструкция взаимосвязи, новые, может быть, даже люди, кстати, или люди старые, но все-таки это карта выбора, тогда как в новом ключе взаимодействия, правда, вот есть люди, и может быть это просто руководитель, или вот, кстати, я сказала, люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, может быть нет, но просто сам человек по королеве мечей достаточно рациональный, достаточно, ну, такой здравомыслящий, который надеется, кстати, сам на себя. Может быть, у него был какой-то очень сложный опыт в жизни, которым вы можете даже не знать. И тогда вам с этим человеком придется, скорее всего, выстраивать совершенно новые отношения. И влюбленный может говорить как и о выборе, и о том, что договариваться придется точно. Вам как будто, посмотрите, какой-то сложный даже выбор придется делать по части взаимоотношений, но я тогда должна сказать, пусть это будет касаться, допустим, конкретной персоны, и это не совсем как бы про деньги. Но, или вот отношения тоже не совсем про деньги. Но, видимо, сложится какое-то взаимодействие, когда интерес ваш, мои дорогие львы и львицы,
будет именно касаться финансов. Вы можете пока этого не видеть. Может быть, у вас даже такая сложится ситуация, как, знаете, в поговорке «позади кинь, впереди найдешь», потому что завершается туз мечей, какой-то лабиринт. Но это может быть также связано с тем, что вам может быть несколько сложно договариваться, потому что туз мечей – это, так знаете, как-то колко немножко или неожиданно, но какая-то запутанная история, она стремится сама по себе как к завершению. И для вас как завершается одно и появляется другой вариант. Третий знак судьбы, ну прям судьба вот сама по себе, потому что всегда, когда выпадает этот аркан, крест, это то, что мы не можем изменить. Очень символично шестерка треф. У кого-то это будут такие перемены, которые будут связаны, кстати, может быть, с жильем или с дорогой, с местом вашего жительства, или новый маршрут на работу, может быть и так, как релокация, если не офиса, организации, какого-то филиала, вот у кого-то или работа, связанная с командировками, я это тоже не исключаю. Итак, давайте будем разворачивать этот вопрос так поподробнее. Так кто участвует в этом? Наш первый вопрос. А тут прямо как по судьбе. И аркан правосудия здесь могут в какой-то теме участвовать, правда, юристы, адвокаты, или по этой карте могут участвовать те люди, которые мы и называем чиновники или руководство какое-то, да, с которым мы не на короткой ноге, а это те люди, которые, может быть, вынуждены, вот именно ваше взаимодействие, оно строится на каком-то законном основании. Или если это по работе, то тогда это та работа, когда, ну, действительно, буквально по пунктам вашего договора или какого-то соглашения. Вот здесь, скорее всего, нам карта будет говорить, у тебя по судьбе, может быть, придется переписать этот контракт, что-то пересмотреть, потому что приходит та новость. Третий знак для кого-то напрямую, да, Паш Пентаклей, будет говорить о том, что будет интерес у вас в этом и денежный, но вам как будто свой маршрут опять же придется пересмотреть. Именно тут у нас какая-то топография идет. Паш Пентаклей смотрит карту, и как будто у нас развилка одновременно. Поэтому тут тоже будет какой-то выбор. Выбор, который именно складывается из, может быть, не одной новости, а сразу двух. Пришла одна, которая вас заставила задуматься, а следом за ней прилетела и другая. Поэтому, если вы получили одну новость, ожидайте, что прилетит еще одна. Может быть, это даже будет другой сферы жизни касаться, но тогда эти две сферы будут каким-то образом взаимодействовать. По тузу жезлов здесь может быть какая-то конфигурация решения вопроса, которая будет связана с тем, что вам себя придется менять, задуматься о собственном имидже. Может быть, задуматься, ну как, я больше не смогу поступать так, как прежде. Точно не смогу поступать, как прежде. Вот наступает время идти вперед. И по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Вам тут придется решать какой-то вопрос, который, ну, не решишь вот так вот запросто. Есть и персоны, есть и обстоятельства в вашей жизни. Как это все может обернуться для вас, давайте узнаем. Для вас как раз-таки праздник. Я уже об этом не говорила. Видимо, лев, победитель, королева жезлов, ваша энергия. И всегда эта карта говорит о том человеке, которого жизнь ставила на колени много раз. Вы услышите это в моих видео. Потому что вот тот опыт, который она приобретает, королева жезлов, он несопоставим с другим. Это вот именно на опыте что-то уже пришлось переболеть, что-то пришлось пережить, и королева жезлов теперь точно знает, куда она не пойдет. Это дает ей возможность правильно работать с информацией. Это первая, и в этом ее главная такая сила. И вторая главная сила, тут две составляющих, правильно распоряжаться деньгами. Может быть, для кого-то из вас, правда, по работе даже какой-то денежный проект такой будет, за который, точнее, будете отвечать именно вы. Но, мои дорогие, тут не просто победа, вот такая судьбоносная. Даже если и выбор сложно сделать, тут и себя придется перестроить, тут и занятость ваша во второй половине августа, она может быть как на пике. Может быть, и работы много, где-то нам сказали. Так тут еще и перемещений каких-то может быть тоже очень много.
Но будет победа, будет и праздник. К чему это все идет для львов? Неожиданности на этом не заканчиваются. Какая-то вот именно судьба, может быть, то, что мы говорим и подразумеваем, то невидимое, как невидимая сила, которая нас ведет именно вот по той траектории, которую где-то мы не планируем, но обстоятельства складываются именно так. Будьте готовы, к чему все идет. Вы еще столкнетесь с какими-то неожиданностями, в которых вам придется принимать однозначные решения. Для кого-то из вас неожиданности, опять вот я уже говорила где-то, да, если для кого-то камни с неба, а для вас судьба расчищает путь, то на этом не заканчивается. Может быть, какие-то темы перейдут на сентябрь, и это будет связано с какой-то, может быть, масштабной реструктуризацией, которая происходит вокруг вас, или изменения, которые происходят в событиях людей, жизни людей, и вы в этом участвуете. Но участие ваше, оно, точнее, будет выражаться в том, что вот судьба тоже вам дальше продолжит расчищать путь. И, мои дорогие любимые львы, я должна сказать, последующие полгода для вас до конца года, а я бы еще сказала, с учетом ретроградности Урана, который у нас придет осенью, чуть позже, поэтому все-таки 8 месяцев, это еще и январь, и февраль включительно. Но для вас это другой статус. Для вас это другие деньги, может означать какая-то история, или даже, если это связано не с работой, а правда с какими-то дорогами по личной жизни. Определенно, тут есть ради чего стараться, тут есть что рассматривать. Тут, знаете, как сама судьба, мои дорогие любимые львы, это карта заслуженного успеха. Она, наверное, и наблюдает за вами, как правильно сориентируется лев, так и раскрывает вам вот эти возможности. Ваш вариант сводится к тому, что не отказаться, а самому себе сказать или самой себе, а почему бы и нет, дай-ка я это попробую, потому что вот будут такие возможности, безусловно. И тут самое главное не застрять в прошлом. Нам тоже уже сказали, ваша задача – это именно путь вперед, как путь наверх, к другому качеству жизни. Ну, может быть, у кого-то это еще действительно будет совпадать с какими-то дорогами, может быть, оформлением документов, или когда по этой карте мы начинаем действительно учиться, все-таки это первые шаги. Кстати, эта карта подразумевает, что нам потребуется мужество для этого шага, потому как мы там не были, мы туда не ходили, или мы этим не занимались, поэтому придется что-то изучать. Вот такая вот палитра у вас на вторую половину августа, такие знаки судьбы. И тут действительно вы могли на начало месяца вообще об этом не думать. И если оглянетесь назад в конце августа, может быть, вы скажете, ну надо же, еще в первых числах ничего подобного не предвещало. Ну или предвещало, но совсем не такой поворот событий. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.